Друзья, всем привет с канала Каспийский берег. В предыдущем видео я говорил, что остановлюсь на размерах мангала, то есть каким оптимальным размером должен обладать мангал. Многие хотят сделать мангал своими руками, у них есть возможность, у них есть способность это сделать, но часто не знают, каким мангал должен быть по размеру. Я хочу поделиться своим опытом, и не только своим, а всем азербайджанским опытом или опытом всего Азербайджана. Значит, с чего начнем? Многие именно задаются вопросом, какого размера должен быть сам мангал, то есть сама коробка, я имею в виду, да? То есть то, где сама жаровня. Значит, мангал условно можно разделить на две группы. Значит, одна часть это профессиональный мангал, и вторая часть это любительский. Значит, профессиональный мангал у нас обычно бывает чуть уже. Вот если этот мангал порядка 44 сантиметров, профессиональный делают не больше 40 сантиметров. Он бывает менее глубокий. Вот этот у нас мангал около 12 сантиметров. Профессиональный мангал у нас бывает 10-11, иногда даже 9. Это тоже связано с экономией. То есть уголь экономит, высыпает буквально одним слоем. Там, допустим, сколько-то порций пришел заказ на шашлык, он пожарил, шашлык этот убрал, и этот уголь уже ему не так жалко, чем если бы мы его высыпали толстым слоем. Значит, любительский мангал немножко отличается, то есть своя специфика у него есть, да. То есть любительский мангал используется в основном где? На дачах, там, на открытом воздухе, и используется для семьи, для компаний. Компании, правда, тоже бывают разные, маленькие, большие. Ну, в общем, обычно это 10, максимум 15 человек. И за это, исходя из вот таких вот требований, условий, мы выработали вот такой оптимальный размер для любительского мангала. Вот данный мангал, он имеет длину почти 80 сантиметров, ширину около, значит, здесь 43,5, будем говорить 44, и глубина здесь 12 сантиметров. То есть, друзья, это оптимальный размер мангала. Почему? То есть вы одной партией здесь можете пожарить довольно-таки много мяса. И из-за того, что высота здесь чуть больше, чем у профессионального, около 12 сантиметров, угля вы сыпете чуть больше. Но что это вам дает? Успеть пожарить на этом же угле вторую порцию мяса или же овощей. Делать мангал длиннее для себя, для любительского его использования я не советую. То есть можно сделать максимум до метра длины, но не больше. Просто один человек просто не будет физически успевать следить за всеми этими шампурами с мясом или с овощами. Почему ширина сделана чуть-чуть больше, чем на профессиональном? Дело в том, что профессиональные делают около 40, иногда даже меньше. И 35, и даже 30 бывает. Это зависит от порции, которая располагается на одном шампуре. То есть обычно одна порция шашлыка это один шампур. Если делать ширину 40, 45, 50, то просто на этом шампуре будет слишком много мяса. Это больше одной порции, и за это профессиональный мангал делают уже. Про высоту я говорил. Высоту делают меньше. Почему? Потому что меньше сыпать угля одним слоем. Но высота, так скажем, горения, то есть на каком расстоянии должно само мясо располагаться от от угля, это обычно не больше 4-5 сантиметров. Обычно это 3-4 сантиметра. Самое главное помнить вот это. А чем глубже, то есть, соответственно, вам просто больше угля будет нужно, чуть больше. И в данном случае это нужно для того, чтобы успеть приготовить на одном угле 2 порции шашлыка. То есть не 2 порции, а 2 партии шашлыка. То есть один раз пожарили все, убрали, и идет следующая партия. Опять разложили, пожарили, убрали. И вот этот уголь нам дает возможность, вернее, высота вот этого мангала и количество угля, насыпанного в него, дает нам возможность приготовить шашлык 2 партиями. Вот, значит, такой у нас оптимальный размер любительского мангала. Еще многие спрашивают, нужны ли отверстия вот здесь в нижней части, как бы для поддува, для розжига, дополнительного розжига угля. Я могу вам определенно сказать, что это лишняя вещь, она абсолютно не нужна. Это потому, что высота мангала маленькая, уголь здесь насыпается в 1-2 максимум слоя. То есть для такой толщины угля никакого дополнительного поддува не нужно.
уголь прекрасно горит и без всяких отверстий. По поводу прорезей. Вот эти прорези для шампуров, которые нужны для того, чтобы просто шампур было возможно перевернуть не в двух этих положениях держать, а в 4. То есть сверху, снизу, будем так говорить условно, и по бокам. Значит, прорези желательны. Это не обязательно. Многие обходятся вообще без этих прорезей. То есть можно приготовить и без них. Но если они будут, они не помешают. То есть некоторые виды бывают продуктов, та же картошка и так далее, которые желательно обжарить со всех сторон. Равномерно обжарить со всех сторон. И за это, если есть возможность, делайте, но не обязательно. Значит, по поводу толщины листа, из которого изготавливается мангал. Скажем так, да, это тот случай, когда, можно сказать, кашу маслом не испортишь. То есть, если вы сталь будет, чем толще будет стальной лист, тем лучше. То есть, он будет долговечнее. Ну, конечно, есть минусы, то он становится очень тяжелый. Вот этот мангал, он изготовлен из стального листа толщиной 6 мм. То есть, это довольно-таки много. Это совсем немало, и он получился весьма тяжелым. Ну, в этом есть свои плюсы. То есть он становится более долговечным. Если там мангал из 2-миллиметрового листа прослужит вам, учитывая, да, все эти погодные условия, там, как он быстро прогорает и так далее, там, не знаю, лет 5, может быть, то этот как минимум 10-15 лет прослужит. То есть это уже как вам удобнее, друзья. Вот я сделал этот мангал толще, он из 6. Друзья, вот так, я думаю, тему я раскрыл. Этот вопрос многих интересовал, какого размера сделать мангал. Опять-таки, я не настаиваю, что мое мнение это самое правильное. Это, как говорится, не истина в последней инстанции. Но это опыт, тот, который я получил вот за годы приготовления шашлыка, довольно часто готовил. И то, что у нас вот в стране, так скажем, да, у нас шашлычная вот эта потребность в шашлыке, она вот выработала вот такие оптимальные размеры. То есть делать его выше, длиннее, ниже, я вам объяснил, то есть почему это не стоит. Любительский мангал должен быть примерно вот таких вот размеров. Спасибо за внимание, было очень приятно с вами пообщаться. До встречи на Каспийском береге. До свидания.